Сегодня я покажу вам еще один хороший метод определения точек для открытия сделок. И если вы будете работать только в тех моментах, о которых я расскажу, и будете следовать всем правилам, то вы точно сможете заработать. В этом видео я простыми словами расскажу, как находить такие моменты и на что нужно обращать внимание. А в конце я расскажу, как вы сможете получить совершенно бесплатно моих торговых ботов. Не будем тратить время, ставьте лайк и поехали. Вы на канале Max Pro Trading. Сегодня работаем со свечным графиком, поэтому выберите тип графика свечи и таймфрейм свечей 30 секунд и сразу выставьте время для отработки сделок 2 минуты. Дальше добавляем индикатор фрактал Chaos Bands и скользящая средняя. Данные индикаторы круто отрабатывают в связке, но для начала их нужно настроить. И в индикаторе скользящая средняя меняем период на 45 и делаем ее белого цвета и ширину линии 2 пикселя и сохраняем. Дальше в индикаторе фрактал Chaos Bands изменяем период на 4 и сохраняем. Данные индикаторы в связке используются для анализа рынка, а именно фрактал Chaos Bands будет помогать выявлять повторяющиеся моменты, а скользящая средняя поможет определить общий тренд. На их основе и будем открывать сделки. Осталось найти подходящую валютную пару и на практике показать, как с ними работать. Нахожу нужную ситуацию и открываю сделку вниз на 2 минуты с суммой $100. Возможно, многие из вас могут предполагать, как работать с данными индикаторами в связке, но не спешите с выводами. В данной ситуации я работаю внутри канала индикатора фрактал Chaos Bands. Я открыл сделку в моменте, который повторялся уже несколько раз ранее. После того, как красная свеча пересекла белую линию, цена продолжила падать, и такой момент повторился 3 раза. Данная стратегия очень гибкая, и она может давать множество сигналов в разных направлениях. Например, тут мы бы работали на повышение цены после отбития от белой линии и в момент, когда свечи пробили индикатор фрактал Chaos Bands, но об этом расскажу позже. А сейчас есть ситуация, с которой работаем. Итак, работая внутри индикатора, вам нужно находить похожие ситуации ранее, а именно, когда красные свечи пересекают белую линию, открывайте сделку со второй красной свечи по направлению свечей, в данном случае вниз. И еще один момент. На 2-минутном таймфрейме в момент открытия сделки красная свеча должна находиться за белой линией. А это ситуация, о которых я расскажу немного позже. Сейчас вам главное запомнить, что на 2-минутном таймфрейме в момент открытия сделки свечи должны находиться за белой линией. И на 30-секундном таймфрейме открыть сделку по направлению пробития белой линии со второй свечи. В данном случае со второй красной свечи. Тут я немного поспешил с открытием сделки, но даже в этой ситуации сделка закрывается в плюс, и я зарабатываю $61 за 2 минуты. В общем, все, что вам нужно сделать, работая внутри индикатора фрактал Chaos Bands, так это найти активную валютную пару и открыть сделку со второй свечи, которая двигается в вашем направлении. И если вы хотите больше разбираться в трейдинге, присоединяйтесь к моей группе в Телеграме, в которой я делюсь 2 раза в день сигналами для открытия сделок. Вы сможете их скопировать и немного заработать. Также со всеми желающими работаем по сигналам в закрытой VIP-группе на протяжении всего дня. Используем сигналы торговых ботов, сигналы от искусственного интеллекта. И если вы хотите попасть именно ко мне в группу, сканируйте QR-код, который вы видите на экране, или переходите по ссылке в описании данного видео. Жду вас в Телеграме, и давайте продолжим. Нахожу еще одну ситуацию, о которой вам нужно знать, и открываю сделку на повышение на 2 минуты с суммой $150. Тут ситуация, о которой я говорил ранее. Работаю на выходе из индикатора фрактал Chaos Bands на повышение. Также можно работать и на понижение. Давайте расскажу на отработанном примере. А именно, открывать сделку нужно, когда свечи пересекли белую линию, вышли за индикатор. Так же, как и в моей сделке сейчас. Только тут сделку я открыл немного раньше. А белая линия в обоих случаях должна находиться выше. И в сделке на повышение свечи сначала должны пересекать зеленую границу индикатора фрактал
фрактал Haos-Bands, а потом уже белую линию. А в случае на понижение свечи сначала должны пересекать белую линию, а после уже красную линию и выходить за индикатор. Как вы видите, тут цена начала падать. Также и в моей ситуации. Свечи начали выходить за индикатор, пересекли белую линию, и цена продолжает стремительно расти. И так же, как и в первой ситуации, обязательно смотрите, чтобы на 2-минутном таймфрейме свечи находились за белой линией и двигались в предполагаемую сторону открытия сделки. В данном случае я работаю на повышение, и свечи тоже находятся выше белой линии. И если вы сделаете все правильно, в таких ситуациях вы точно сможете заработать. Моя сделка закрывается, и я зарабатываю $138. Просто откройте график прямо сейчас и попробуйте найти похожие моменты. Если вы хотите начать торговать, но не знаете, с чего начать, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, открывайте платформу, просто повторяйте за мной и зарабатывайте. Но перед пополнением не забудьте ввести мой уникальный промокод, который даст вам 50% от введенной суммы. Например, вы пополняетесь на $100, вводите мой промокод и на счет получаете 150 реальных долларов. Мелочь, но это будет особенно приятно для тех, кто только начинает свой путь в мире трейдинга. И давайте продолжим. Нахожу еще ситуацию и открываю сделку на повышение с суммой $150, также на 2 минуты. Тут тренд долгое время имел нисходящее движение, и в моменте разворота цены свечи прошли как бы через индикатор, пересекая красную и зеленую линию, и дальше продолжили расти. И в момент, когда свеча только пересекла белую линию, я открыл сделку по направлению свечей. Тут важно запомнить, открывайте сделку, когда свечи только начинают пересекать белую линию, а перед этим они прошли сквозь индикатор фрактал Haos-Bands. Важно словить два этих момента, и самое сложное из этого всего — это на 2-минутном таймфрейме словить момент, когда свечи только заходят в индикатор, пересекая красную линию. Перед этим свечи должны находиться за индикатором, и именно в момент, когда свечи только зашли в индикатор, работайте с первой открывшейся свечой в индикаторе. Также просматривайте старшие таймфреймы и не работайте в моментах пробития уровней, и работайте в активных валютных парах. И на 30-секундном таймфрейме открывайте сделку по направлению свечей, когда свечи пересекут белую линию. Цена продолжает расти, моя сделка закрывается, и я зарабатываю $121 еще за 2 минуты. И несмотря на то, что моменты иногда тяжело найти, стратегия действительно круто отрабатывает. И 8 сделок из 10 вы сможете закрыть в плюс, с учетом, если вы нашли нужный момент и сделали все правильно. И теперь о приятном. Первые 25 человек, которые напишут мне «Черная пятница», смогут получить совершенно бесплатно доступ к моим торговым ботам. Спешите, потому что места ограничены. Обязательно оставляйте свои комментарии, и в следующем видео я разыграю среди вас $20. А победителем из прошлого видео становится автор данного комментария. Напиши мне в Telegram, и я отправлю тебе честно заработанные $20. Жду вас в Telegram, пишите мне прямо сейчас. С вами был Макс, успехов в трейдинге, и увидимся в новых видео.